Сегодня мы начинаем курс, посвященный петербургскому тексту русской литературы и культуры. Этот текст складывался, как медленно рос город. Вместе с городом складывался текст русской литературы о городе. Он складывался на основе петербургского мифа, который с самого начала оказался двойственным, или, как говорят ученые, амбивалентным. Потому что, с одной стороны, в его основании официальные легенды о сотворении Петербурга и о его творце, государе-императоре Петре Великом. А с другой стороны, в основании этого мифа лежит народная молва, слухи, предания, которые во многом противостоят этому официальному мифу. И Петербург с самого начала оказался городом внутренне раздвоенным, городом многоликим. И именно эта его многоликость позволяет ему создавать новые образы, в том числе образы в литературе. И начать наш разговор я хочу с маленького вступления. Александр Сергеевич Пушкин описал свою встречу на Невской набережной со своим добрым приятелем, как он называет Онегина, и сделал это следующим образом. «С душою полной сожалений и опершися на гранит, стоял задумчиво Евгений, как и писал его Пиит. Все было тихо, лишь ночные перекликались часовые, да дрожек отдаленный стук с миллионной раздавался вдруг. Лишь лодка, веслами махая, плыла по дремлющей реке, и нас пленяли вдалеке рожок и песня удалая». Уже в этом маленьком фрагменте видно, как противопоставлено пространство, бесконечное пространство разгула, радости, веселья, рожок и песня удалая, и пространство ограниченное, пространство мрачное и страшное, пространство цитадели города, Петропавловской крепости, на которую смотрят Пушкин и Онегин, на иллюстрации, которые сам поэт сделал к своему роману. Случайен ли был выбор места? Сказать сложно. Но судя по тому, что Пушкин настаивал на том, чтобы эскиз, который он сделал к роману, был превращен в иллюстрацию, а когда героев перенесли не в то место, а ближе к Летнему саду, он оказался недоволен, очевидно, что для Пушкина было важно, чтобы мы вместе с Онегиным и мы, как читатели романа, увидели колоссальную перспективу. За плечами Пушкина и Онегина Зимний дворец, перед ними Петропавловская крепость, стрелка Васильевского острова, великолепная университетская набережная со зданием Академии наук, 12 коллегий, ныне зданием Санкт-Петербургского университета, с куполом Академии художеств. Если мы будем смотреть дальше, уже с той стороны, где стоят Пушкин и Онегин, то мы увидим Адмиралтейство, а вдалеке здание Сената и Синода. Здание, около которого разыгралась драма 14 декабря 1925 года. Историческая драма, очень важная для Пушкина. Пушкина, который стал действительно одним из тех, кто рождает петербургский текст, кто соединяет официальные легенды и мифы с народной молвой в своей поэме «Медный всадник». Но сначала несколько слов как раз о том, каким был Петербург в официальной мифологии и идеологии Российской империи, и каким он стал в народных преданиях и легендах. Петербургский миф, как и город, возникает вокруг Петропавловской крепости. Любопытно, что основание Петропавловской крепости стало поводом для создания официальной легенды. Согласно этой легенде, Петр I заложил в основание крепости ковчежек с мощами апостола Андрея Первозванного, который призвал Русь ко Христу.
И в этом смысле царь оказался тоже апостолом Христа. В то же самое время, когда Петр I высадился впервые на Заячьем острове вместе с генералом Жозефом Ламбером де Гереном, составителем первого плана крепости, и будущим губернатором столицы империи князем Меньшиковым, то гребцы, которые привезли царя и его свиту на это место, про себя шептались: проклятое место, гиблое место, потому что это болото, как им казалось, на котором ничего нельзя строить. Но Петр I строил. А вот официальная легенда гласит, что когда он поставил деревянные ворота в честь основания города, в который он войдет как будущий императором, над его головой вился орел. И по одной из версий этот орел сел ему на плечо. Эта легенда абсолютно абсурдна. В наших широтах не водятся орлы. Их там не было и никогда не будет. Но орел – царственная птица. А царь-основатель города – это человек, который поставил свою волю выше воли природной. Он небожитель. Именно так он воспринимался в официальных легендах о Петербурге. Показательно, что эти легенды подпитывались и русской литературой. Они питались этими легендами и создавали этот образ царя-небожителя. В стихотворении надпись к статуе Петра Великого Михаил Васильевич Ломоносов писал: «Се образ изваян премудрого героя, что ради подданных, лишив себя покоя, последний принял чин и, царствуя, служил. Свои законы сам примером утвердил, рожденный к скипетру простер в работу руки, монаршу власть скрывал, чтоб нам открыть науки. Когда он строил град, сносил труды в войнах, в землях далеких был и странствовал в морях, художников взбирал и обучал солдатов, домашних побеждал и внешних супостатов. И словом, сей есть Петр, Отечество Отец, земное божество Россия почитает, и столько алтарей пред зраком сим пылает, коль много есть ему обязанных сердец». Если в официальной мифологии Петербурга и Российской империи Петр был земным божеством, своим примером утвердившим законы, как написал Ломоносов, то в народном предании он оказался царем-антихристом. Он не просто переодел нас в европейское платье и сбрил бороды. Он отменил патриаршество, он изменил календарь, а в представлении русских старообрядцев, когда время в умоление приходит, наступает конец света. И вокруг Петербурга при его рождении возникают слухи. Слухи о том, что Петербургу быть пусту. Эти слухи приписывают заточенной в Староладожском монастыре, Успенском женском монастыре Евдокии Лопухиной, жене Петра I, которую он удаляет от себя, или эти слухи порождает народ, и они доходят до Евдокии Лопухиной, которая их озвучивает, будучи монахиней. Сказать трудно, но так или иначе Петербург становится символом человеческой воли, творческой энергии и человеческого произвола. И именно это, вероятно, было так важно Пушкину, когда он помещает себя как героя романа и своего героя Евгения Онегина в то место, с которого мы можем видеть и стрелку Васильевского острова с растральными колоннами маяками, символизирующими то, что Россия становится в Петербурге морской державой, что это город-порт и город-корабль. Мы видим здесь дальше на набережной Васильевского острова, получившей название университетской, Академию наук и Академию художеств. Но мы видим и Сенатскую площадь, на которой установлен медный всадник, который неожиданным образом в народном предании соединялся с представлением о всаднике Антихристе из Апокалипсиса. И вот это соединение города царя-небожителя и города царя-антихриста
Это представление о городе, центром которого становится наряду с Зимним дворцом Летний сад. И это о городе, который сам Петр называет «парадиз», что в переводе с французского значит «рай», сочетается с представлением о гиблом месте, аде. И это представление столь же значимо в народной памяти, как в официальной идеологии представление о связи Петербурга и Рима. Показательно, что если мы попробуем как книгу прочитать герб Петербурга, то при внимательном рассмотрении мы обнаружим в этом образе, как будет проступать герб Ватикана. И Петербург был северным Римом, вечным городом. Но в народной традиции и в народной культуре, и не только в народной, но и официальной, было представление о Москве Третьем Риме. Москва – Третий Рим, и четвертому не бывать. Но Петербург становится Четвертым Римом, а Четвертый Рим превращается не в град Христа, а в град Антихриста. И вот эти полюса определяют историю петербургского текста, его развитие, где воля императора и судьба простого человека оказываются противопоставлены друг другу. Мы не знаем, о чем думал Евгений Онегин, когда стоял, задумчиво опершись на гранит. Но мы точно знаем, что место, где он стоял, говорит нам о противоречиях Петербурга, о сложности и двойственности и раздвоенности его образа, этого парадиза и ада, сотворенного царем Христом и царем Антихристом. Но как бы то ни было, именно эта сложность стала порождающей моделью русской литературы. Именно эта сложность побудила на протяжении столетий многих русских писателей и поэтов размышлять о Петербурге и связывать и противопоставлять его судьбу России. И нам с вами будет интересно вместе об этом поразмышлять.